Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Продолжение героической саги «Борьба с лоскутками». Перебрала обрезки. Это отходы из швейной мастерской. Ткани тонкие, подкладочные, маленькие кусочки. Сами понимаете, именитые мастера пэтчворка даже и не посмотрят в их сторону, только презрительно фыркнут. А мы не гордые, и не из таких еще странных и страшных тканей красоту делали. Ну что, мои дорогие зрители, котята и зайчата, следующий год ваш. На сайте интернет-магазина «Любимый Василек» запасаемся подарками. Это вафельное полотно. Нашью полотенец с символом наступающего года. И еще заказала подушки и одеяло верблюжья шерсть. Брала такие раньше. Но сами знаете, если у одного появляется, то и другим надо то же самое. И на подарок выбрала постельное белье. Это сатин очень хорошего качества. И, конечно же, обновки. Утепляемся. Кстати, для моих подписчиков действует промокод POLE10. Он дает скидку 10% на ткани на отрез. Для начала их все переберем и, где возможно, нарежем квадраты 10 на 10 сантиметров. Самое замечательное, что здесь не нужен точный крой. Шаг вправо, шаг влево не имеет значения. Изрежем все ткани, разложим их стопочками. Определим, какой ткани у нас меньше всего. С нее и начнем работу. В этом способе шитья уйдет огромное количество ненужных лоскутков. В качестве основы возьмем кусок крепкой ткани. Она должна быть плотной, не тянущейся. Одно время я шила на брезенте. Для удобства работы можно сразу же отметить центр. Знаю, что у новичков такой коврик может пойти волной. Чтобы этого не произошло, воспользуемся самодельным приставным столиком. Мастер-класс на его изготовление есть на канале. Задача приставного столика – выровнять рабочую поверхность, чтобы она была на одной плоскости с игольной пластиной, чтобы ткань не свисала и не деформировалась под своей тяжестью. В центр поместим ярко-желтый кружок. Он потом будет закрыт, но любопытные пальчики увидят желтую серединку. И начинаем нашивать клювики. Фиолетовая ткань – это футболочный трикотаж. Он тянется. Но для сегодняшней работы это не помеха. Складываем этот квадратик пополам, потом делим еще на 3 сегмента. Получившиеся клювики плотно укладываем рядом друг с другом и пришиваем на швейной машинке. При таком способе работы приходится прошивать несколько слоев ткани. Иголка должна быть очень хорошая. Лучше поставьте джинс. Она как раз предназначена для плотных тканей. Дошили один цвет, переходим к другому. После фиолетового возьмем красный. Конечно, последовательность цветов может быть разной. Совершенно одинаковых заготовок у вас никак не получится. Мне за основу захотелось взять цветок астры или георгина.
темная серединка, светлые края. Замечательно, если у вас найдутся помощники, которые будут сворачивать и подавать вам детали. Расстояние между рядами примерно полсантиметра. Вот этими клювиками вы закрываете промежуток между предыдущими деталями. Чем чаще вы будете их нашивать, тем плотней и пушистей получится ваш коврик. Каждую деталь прошиваем несколько раз. Для этого включаю прямой и обратный ход. Все розово-сиреневые детали у меня закончились, но и основа была не очень большая, 42 сантиметра в диаметре. Сделаем сейчас ряд из светло-бежевых и зеленых тканей и завершим работу рядом темно-серых клювиков. Вот такая красота у нас получилась. Подравниваем края и обрежем лишние ткани. Сами видите, какая плотная и основательная заготовка. Что из этого сделать, каждый решает сам. Это может быть просто декоративный элемент, или подставка под горячее, или подушка на стул, или коврик. А мне захотелось сделать декоративную круглую подушку. У меня нашлись куски плотной портьерной ткани. Из нее сделаем обратную часть. Одна деталь чуть больше половины круга, а другая закроет 3/4 круга. Обработаем двойной подгибкой открытый прямой срез. Сначала на швейной машинке по окружности пришьем нижнюю часть, а потом сверху внахлёст верхнюю большую деталь и по краю обработаем косой бейкой. Получается такая замечательная декоративная наволочка карман. В нее можно вставить уже готовую маленькую подушечку. При необходимости эту наволочку легко постирать. В общем, дорогие мои, я дала вам идею, показала технологию, а дальше вы уже придумываете и делайте сами. У вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. В описании под видео есть ссылки на все мои соцсети и на платформу Яндекс.Дзен. Обязательно присоединяйтесь ко мне. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!